Здравия! Те, кто серьезно относится к инвестициям и торговле, изучают графики и циклы. Индикаторы уже слегка другая тема, скорее вредная поначалу, и я их не использую в трейдинге. Как читать графики, есть ролик в нашей приватной группе по крипте. Он спасет от очевидно убыточных активов без перспектив. А большинство вообще не понимают, какую лапшу вешают себе этими якобы прорывными технологиями будущего. Крипторынок очень прост. Есть локомотив биткоин, а все остальные ходят за ним. До этого цикла, от пика до пика, каждый цикл занимал 1400 с чем-то дней, и начиналась медвежка. С этой точки зрения нам осталось менее 2 месяцев. Но данный цикл уже сильно растянут. И ФРС и США долго делают голову со ставкой. Пока не начнут массово печатать бабки, ничего не будет. Сейчас кошмарят альту. Единичные монеты делают прострелы на иксы. Но в целом идет вытряска хомяков, и все очень печально. Хомяки должны покупать монеты, когда будет сильный рост, и тем самым кормить китов, а не наоборот. И естественно трястись от страха при каждом падении курса. Альта в этом цикле роста уже пару раз в медвежку сходила. Реальный кошмар трейдера происходит. А пока идет эта возня, многие не дотерпят. Другим понадобятся деньги, и они зафиксируют убыток. Уже реально многие на пределе берут кредиты под залог крипты у бирж с наценкой в 20 с чем-то процентов на полгода. А еще есть популярные поводыри с десятками, а то и сотнями тысяч подписчиков, которые на зарплате у бирж вешают лапшу на уши, загоняя смотрящих в минуса. Их легко определить по реферальной ссылке под каждым роликом. Ранее показывал, что биржи откаты за 70% предлагают. Мне прислали предложение слить подписоту сколько-то месяцев назад. Как следствие, мегаблогеры рассказывают, как офигенно просто торговать на фьючерсах. И мол, они не знают ликвидации, главное же не жадничать. Все, что требуется, уже рассказывал в ролике «Фьючерсы за 10 минут». Шок-контент. И если хотите стать криптоном по-быстрому, просто пересмотрите плейлист «Криптовалюта». Ролики по 5-10 минут в среднем. А мегаблогеры делают от получаса до часа, пудря мозги населению. Некоторые вообще ежедневно. Про топ-монет можно пропустить. Я там со своей программерской колокольни угораю над этим Гоневым. Прошедшие лет 20 с чем-то программил в разных отраслях. Мне почти все слова понятны. Да, ошибаюсь по мелочи. Из-за этого цикл глобально только со временем коррекции. Ждал гораздо раньше и короче, основываясь на прошлых циклах и местами сказках блогеров. Сейчас перестал смотреть, думать следует своей головой. Они все продажные. Теперь посмотрим прошлый цикл. Повтора ошибочно ждать. Но биткоин начал рисовать восходящие треугольники. И этот ролик также идет с задержкой. Мне требовалось время понять, что он рисует. Но как видите по фигуре, накроет весь 2025 год. Дальше есть два сценария. Позитивный. Биткоин стрельнет еще раз или два вверх и нарисует еще треугольники поменьше. Клоуны из фондов и прочие чудесные рассказчики уже давали новости, что биткоин вырастет до 120, затем что до 150 и при благоприятном сценарии до 200. Кто был внимательным и помнит мои ролики ранее, прогнозировал 150 как максимум. Если пойдет выше, сильно удивлюсь. А негативный сценарий, мы дойдем до 120 и пойдем вниз. В прошлом цикле киты перелили биток в альту, сделали иксы, затем перелили обратно в биткоин и разгрузились в доллар. Поэтому было две волны. Но в этот раз мы можем тупо пойти вниз. Или будет удлиненная разгрузка в несколько волн, поскольку бабла зашло в этом цикле сильно больше через ETF. Но опять же, в старых рынках денег в десятки раз больше. Запас еще очень большой. Вопрос терпения. Еще коснусь темы инвестиций. Они актуальны, если у тебя есть, скажем, $1 000 000. Загнал бы тогда процентов 70 на дне цикла, а дальше поделил на части и торговал на споте. В любом другом случае осознайте, мы нищеброды и трейдинг гораздо выгоднее. К сожалению, мои попытки создать сигнальные группы пошли крахом. Многие не могут по времени ловить сигналы, другим удобнее просто ждать. Если хотите зарабатывать на этом, следует иметь возможность быстро реагировать на мои сигналы, и у вас должно быть минимум $500 на сигнал. И лучше по несколько раз, поскольку залипания неизбежны. Беру всего 10% или десятину. Видел блогеров, которые 50% берут. Ловите момент.
Но обязательное условие присутствовать в приватной группе. Пишу там важное и редко, а не каждый день, как это делают разводилы, пропагандирующие торговлю на фьючерсах. Там точно на зарплате у бирж сидят и засадят все твое бабло. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.